Ни для кого не секрет, что 2022 год стал далеко не самым удачным для мировой экономики, вследствие чего мы получаем увеличение инфляции, сокращение производств, уменьшение поставок, массовую безработицу, рост цен на нефть, газ, жилье, продукты, да вообще на все. Ну и конечно же ярко-красные котировки не только на рынке акций, но и криптовалюты, которая за последнее время стала небольшим элементом экономики, даже несмотря на свою маленькую капитализацию и относительно короткое время существования. Вот только криптовалюта со своими инвесторами страдают больше всех. И это говорю вам не я, а годовой график цены биткоина, на котором невооруженным взглядом видно более 70% убытка. Тем самым в воздухе повис отчаянный вопрос: когда же это все закончится? Где это дно, после которого мы увидим долгожданный рост? Не волнуйтесь, на эти вопросы мы ответим в сегодняшнем ролике. Также вы узнаете главные причины падения рынков, что делает США для борьбы с кризисом, как мировая экономика влияет на биткоин и когда начнется рост криптовалюты. Всем привет, меня зовут Влад и вы на канале Coin22. Чтобы в будущем не пропускать новые интересные ролики, обязательно поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. А мы начинаем. Что ж, сегодня нам предстоит провести довольно интересный подробный разбор самых важных элементов и триггеров, которые больше всего влияют на рынки в последнее время. Ну и конечно же ответить на главный вопрос: что будет с криптовалютой? Ведь сейчас практически все инвесторы ожидают дно, после которого цены должны пойти вверх, как это было в начале и в конце 2021 года. Чтобы вы понимали, финансовые рынки, они как градусник, которым измеряют температуру при заболевании. Когда температура повышена, то значит с организмом что-то не так и следует принять лекарство. Так вот, градусником для экономики выступают рынки акций, показатели инфляции, уровень безработицы и много-много других вещей, по которым можно понять, что экономика начинает проседать. Вот только этим просадкам также есть объяснение. Во многих наших видео мы часто отталкивались от экономики США и делали это не просто так, а потому что именно Америка за долгие годы стала неким сердцем мировой экономики. И если внутри этой страны какие-то проблемы, это отлично отображается и на других. А теперь давайте проанализируем, что такого происходило в мире раньше и происходит сейчас, что тормозит экономический рост. Сделать это можно, проанализировав график того же биткоина. Сильно отматывать время назад не будем, ведь нас интересуют только вот эти резкие взлеты и падения. Если внимательно взглянуть на график, то первые значительные просадки были заметны вот здесь, в марте 2020 года. Тогда криптоинвесторы впервые увидели, как биткоин полетел вниз на 60%. В то время все думали, что это конец рынку крипты и на нем можно ставить точку. Но что же такого произошло, после чего рынки пробивали дно? Самые догадливые уже поняли, что причиной всему стала пандемия известного вируса. После того, как в 2020 году везде начали вводить карантин, ограничения и так далее, мировая экономика как будто была поставлена на паузу. И эта даже небольшая пауза очень сильно ударила по экономике многих стран. И США, конечно же, не стало исключением. Ведь были нарушены поставки товаров, сырья, цены на нефть упали, ВВП снижался 2 квартала подряд, и все шло к тому, что в США может наступить рецессия. Всеми знакомый индекс потребительских цен был негативным, инфляция увеличилась, но ФРС не видел причин, чтобы повышать ставки, а они их только уменьшали и держали на одном уровне в 0,25%, что на 3% меньше нынешнего уровня, о чем мы говорили в прошлых роликах. Кстати, по поводу отчетов, они выходят каждый месяц, и мы их публикуем в нашем телеграм-канале Coin22. Из-за того, что создание полноценного видео на YouTube занимает довольно много времени, то в нашем телеграм-канале мы ежедневно предоставляем самые свежие и актуальные новости, а также прогнозы перед публикацией отчетов. Так что наши подписчики заранее знают, как заработать на тех или иных новостях. Если вы также желаете быть первым в курсе всех событий и зарабатывать на них, подписывайтесь на телеграм-канал по ссылке в описании под этим видео. Коронакризис действительно нанес сильный удар по всем направлениям, но спасением стала вакцина, после чего рынкам хватило буквально пару месяцев, чтобы стать на рельсы и потихоньку начать набирать обороты. И в принципе до начала 2022 года мир только отходил и восстанавливался после длительного карантина и последствий пандемии. В то время биткоин также начал стремительно расти и набирать популярность. Тем самым за год он достиг своей почти рекордной отметки в 64 тысячи долларов. Вот только когда на горизонте начали появляться опасения по поводу регулирования и запретов, цена пошла вниз. Но тем не менее 2021 год был закрыт на уровне почти 50 тысяч долларов. Этот период с 2021 по 2022 год действительно стал положительным для всех направлений. И для акций, и для
для крипты. Мировая экономика вышла из режима ожидания и продолжала только развиваться, а также устранять все проблемы, которые оставила за собой пандемия. И в это время экономика США также не оставалась в сторонке. Но не успев полностью отойти от последствий короны, мир получил новый удар, а именно войну, которую развязала Россия против Украины. За 8 месяцев все адекватные люди прекрасно понимают, что происходит, и этот политический вопрос оставим для других каналов. Мы же будем отталкиваться лишь от экономических показателей, данных и цифр, ведь как показывает практика, цифры не врут. За последние 10 лет в мире было много военных конфликтов, некоторые из них продолжаются и до сегодняшнего дня, но давайте будем откровенны, что они не влияют таким образом, как это происходит сейчас. С чем же это связано? Во-первых, это международная торговля. Начиная с февраля она была полностью нарушена. Прекращение поставок, санкции против страны-агрессора, уход с рынка мировых компаний – все это привело к сокращению денежного оборота. А как пишут в любой методичке по экономике, лучший фактор, который стимулирует экономический рост – это трата денег. Чем больше люди тратят, тем больше производят, а чем больше производят, тем больше получает денег. Это длинная цепочка, где каждое звено очень важно, и как только одно из них ломается, начинаются проблемы. Собственно, такие проблемы можно наблюдать именно сейчас. Казалось бы, по графику экспорта США можно понять, что Украина и Россия находятся далеко не на первом месте, но война способствует увеличению и без того высокой инфляции и медленному росту потребительских расходов. Еще до военных событий цены на сырьевые товары были нестабильными во всем мире из-за 4 факторов, таких как перебои в цепочке поставок, неблагоприятные погодные условия, новые волны пандемии, ну и восстановление мирового спроса. А в придачу к росту мировых цен США еще приходится бороться с рекордной инфляцией, которая растет с каждым месяцем, что само собой влияет на цены в магазинах и заработную плату. Эти проблемы пытается решить Федеральная резервная система, повышая всеми знакомые процентные ставки. И последний год стал максимально сложным для работы ФРС, ведь они хотят избавиться от инфляции так, чтобы негативные последствия были минимальными и сделать, как они это называют, мягкую посадку. Но пока что явных успехов нет и ситуация только усугубляется. К тому же недавнее накаление конфликта вокруг Тайваня также подливает масло в огонь и негативным образом влияет на инвесторов, которые лишний раз подумают, стоит ли им инвестировать свои деньги в такое время или нет. Но на самом деле проблемы заметны не только у Америки, которая находится за бугром, а и у многих других стран, потому что такие валюты как евро, британский фунт, японская иена, канадский и австралийский доллар упали до рекордных уровней, которых не было несколько последних десятилетий, потому что те же поставки и цены на товары выросли. По различным исследованиям, война обошлась миру в 2,8 триллиона потенциальной прибыли, которая была утеряна из-за тех факторов, которые мы только что обсудили. Цифры довольно грубые и усредненные, по факту настоящее значение явно в 2, если не в 3 раза больше. Я понимаю, вы можете подумать, что это капля в море, но это лишь данные, которые мы имеем на сегодняшний день. Поскольку экономику нельзя стимулировать по щелчку пальца, самые сильные последствия мы ощутим, когда экономика начнет выходить из этого состояния, в котором она находится сейчас. Но, пожалуй, самые важные последствия войны – это не увеличение инфляции или процентных ставок, а неуверенность инвесторов и непонимание, что будет через неделю или месяц. Я думаю, это состояние ощутил на себе каждый, и сложно тратить лишние деньги и инвестировать в такие вещи, как криптовалюта, не зная, что будет завтра. Вот поэтому мировая экономика вновь встала на ручник и ожидает, куда ей двигаться дальше. С точки зрения криптовалюты ситуация та же. Любой новичок, который зашел в рынок в этом году, получил только просадки. Ну если не брать в учет щиткоины, которые за день давали 100%, а потом сдувались, но на них мало кому получается заработать. После нашего прошлого видео крипторынки опять рухнули в четверг, в ожидании новых федеральных данных, которые показали, что потребительские цены выросли на 8,2% за последние 12 месяцев, из-за чего цены на крипту полетели вниз. Это было ожидаемо, мы об этом говорили, и кто смотрел ролик, смогли даже заработать. Сейчас все до сих пор боятся, будут ли повышать следующие процентные ставки или нет. Конечно же, причин снижать ставки нет, и их будут только увеличивать, поэтому предпосылок на ближайший рост не наблюдается, и кризис не собирается заканчиваться. Кто-то скажет, что вот такие отскоки на рынке могут стать отличным сигналом для долгосрочного роста, с чем я совершенно не соглашусь. Такие прорывы длятся недолго, особенно на фоне экономической неопределенности от продолжающейся войны и нестабильности, ослабляющей доллар. Низкие процентные ставки эпохи пандемии помогли подпитывать рост биткоина в 2020 и 2021 годах до пика в ноябре прошлого года. Однако недавние отчеты об инфляции и 3 раунда повышения процентных ставок от ФРС этим летом и осенью сделали инвестиции более рискованными, ускорив снижение криптовалюты. По данным CoinMarketCap, общий крипторынок составляет примерно 900 миллиардов долларов, и он уничтожил практически всю свою прибыль, начиная с января 2021 года. И рынок крипты будет страдать до тех пор, пока экономическая обстановка в мире не будет нормализироваться и появится хоть какая-то уверенность инвестировать деньги в такие рискованные активы. А нормализацию экономики и первые лучики света мы увидим, когда прекратятся военные конфликты, ведь именно они являются основной причиной мирового кризиса.
Сейчас рынки находятся практически у своего дна, но падать есть куда. Вопрос о минимальной цене того же биткоина сейчас очень популярен. Вообще минимальная цена может складываться из-за множества факторов. Например, одним из таких являются майнеры. Я думаю, вы понимаете, что для того, чтобы добыть биткоин, нужно потратить много электричества, которое не бесплатное. Так вот, по данным сайта Micro-Macro, средняя цена на добычу одного биткоина составляет 21 тысячу долларов, хотя рыночная цена составляет 19. Тем самым майнеры уже находятся под давлением окупаемости и работы себе в убыток. С технической точки зрения дно может находиться на отметке 15 800 долларов. Это отметка безубыточности многих китов. А некоторые вообще считают возможное снижение до 10 тысяч, что, конечно же, маловероятно, ведь для майнеров эта зона недопустима. В любом случае всему есть золотая середина. 13 октября мы увидели, как трейдеры защитили биткоин и выкупили его на минимальной отметке 18 тысяч. И такая картина наблюдается уже на протяжении последних месяцев. Поэтому в ближайшее время увидеть биткоин ниже 17 тысяч вряд ли получится. Но с публикацией новых финансовых отчетов, которые скорее всего будут негативными, ситуация может измениться не в лучшую сторону, и потенциальное дно может образоваться на критическом уровне 15 тысяч, так что расслабляться нам явно не стоит. Но поскольку экономика состоит из множества циклов, они имеют свойство заканчиваться, и поэтому не волнуйтесь, этот негативный, грустный и ужасный цикл рано или поздно закончится. Набираемся терпения, не совершаем глупые сделки с космическим кредитным плечом и принимаем решения только с холодной головой. Обязательно напишите в комментариях, как вы думаете, где находится дно биткоина. Было бы интересно узнать ваше мнение. Вам спасибо за просмотр, поддерживайте это видео лайком и подпиской на телеграм-канал. Увидимся в следующем ролике. Пока!